Один из представителей проекта «Звездных войн» «Сердце Марши». Какие изумительно, потрясающе красивые плоды. Растение среднеспелое, высокорослое, в теплице вытягивается больше 2 метров. Первая кисть формируется над 9-м листом. Кисти сложные, вот такие веерные. Закладывается до 10 плодов. Листья очень длинные, сильно рассеченные. Все смотрят вниз. Когда смотришь на это растение, кажется, что томатикам чего-то не хватает. И они постоянно как будто просят пить. Но это обманчиво. Это просто у них такое строение. Томат лучше всего формировать в 2 или 3 стебля. Ему под силу вынести такое количество томатов. Причем они будут довольно крупные, до 300 граммов. Есть, конечно, и плоды чуть меньше, которые всего лишь 100 граммов. В неполной спелости помидорки бледно-зеленые, с темно-зелеными зигзагами и полосами. У всех плодов есть удлиненный носик. Ну и в неполной спелости еще есть антоциановые плечики. Ну а когда томаты созревают, от них просто трудно отвести взгляд. Хочу еще отметить, что томаты не растрескиваются. Все плоды абсолютно целые. Сердце Марши, ну просто сказочный томат. Каких цветов здесь только нет. И оранжевый, и красный, и зеленый, и носик с зеленым перламутром. Чудо-селекционер. Не менее красив томат и внутри. Он мармеладный. Есть малиновый галстучек посередине. Мякоть коричнево-бордовая. Семена находятся в зеленом геле. И он очень-очень вкусный. Он сладкий, с какой-то очень приятной терпкой ноткой. Ну, в общем, это не томат, а просто сказка. Конечно же, с таким томатом нужно обязательно знакомиться. Он не только украсит вашу теплицу, ваш стол, но он вас порадует своим ярким, насыщенным и очень богатым вкусом. Это один из фаворитов нынешнего сезона. Если вы не знакомы еще с этим томатом, приглашаем вас в наш магазин семян green-огород.ру. Заходите, мы вас всегда ждем.